Всем привет! Вы на канале Академия Покера, и это ежемесячная рубрика Покер News. В этом выпуске расскажем о самых удивительных покерных событиях в октябре 2022 года, а вы ставьте палец вверх, жмите подписаться и пишите в комментариях, какие покерные события в этом месяце впечатлили вас больше всего. История о том, как не надо играть в покер. Этой осенью покерный мир сотрясла новость. Два топ-игрока, Джейк Шиндлер и Али Мсирович, получили бан на серии Poker Go Tour, где они были самыми частыми гостями, между прочим. Эта история началась еще в прошлом году. Для тех, кто не знаком с преступлениями этого дуэта, рассказываем все с самого начала. В 2021 году в покерном комьюнити начали распространяться слухи. Али и Джейку запретили играть на покерок за использование подсказчиков в реальном времени, за мультиаккаунтинг и гостинг. Никто из них не подтвердил этого факта, но и не опроверг. После недели обсуждения все затихло, и компания продолжила забирать десятки кубков и миллионы призовых. Отметим, что Мсировича называли молодым дарованием. За 14 месяцев он выиграл 15 турниров, а на его счету более 16 миллионов. Естественно, Али играл турниры не дешевле 10 тысяч. Новый виток экшена в этой истории придал турнир Super High Roller Bowl, где произошла странная ситуация. Али подсмотрел карты у Пола Фуа. Так это или нет, можете решить сами. Более интересно стало на ИПТ Монте-Карло, когда Али и Джейк вместо борьбы за очередной титул в дорогих турнирах прохлаждались на пляже. Тогда снова начали говорить о том, что парочку забанили на живых турнирах. PokerStars торжественно пообещал не обнародовать эту информацию, даже если она соответствует действительности. Также оба загадочно пропустили серию Тритон Покер на Кипре. После оба снова появились на ВСОП, где ловили на себе сотни косых взглядов. Чтобы как-то сгладить ситуацию, Али заявил, что часть выигрыша передаст на благотворительность, а Шиндлер выиграл очередной золотой браслет, однако от обсуждения и обвинений их это, разумеется, не спасло. И, наконец, кульминация. В конце сентября Али Мсирович и Джейк Шиндлер получили официальный бан от серии Poker Go Tour, которая проводит дорогие турниры чуть ли не каждый месяц. Бан выписан на год с возможным пересмотром через год. Все набранные рейтинговые очки аннулированы. С большой вероятностью все остальные крупные серии также закроют доступ парочки хайроллеров. И теперь два молодых и перспективных игрока вынуждены выбрать для себя другое занятие или участвовать в закрытых играх, где об их возможных проделках никто не догадывается. Новая фишка на покерок – Bounty Jackpot. Это очередная инновация, которую запустила сеть Good Game. Если вы еще не слышали, рассказываем, как она работает. Запускаем покерный клиент и находим турниры с маркировкой Bounty с любым баином. От $1 до 3000. Регистрируемся в турнире и начинаем охоту за головами соперников. Выбиваем оппонента, забираем за него фиксированное Bounty и получаем шанс на еще одну случайную награду. Призовой фонд и выплаты формируются исходя из баина турнира. Соответственно, чем дороже турнир, тем крупнее будут призы. Но есть и другая категория наград, которая получила название Mega Bounty Jackpot. Это фиксированные выплаты в размере $10 тысяч, $100 тысяч и $1 миллион. 10 тысяч разыгрывается в турнирах до $2, 100 тысяч от $2 до $16, а уже от $16 можно поймать $1 миллион всего за одну голову. Новая функция запустилась всего месяц назад, 29 сентября, а парочка счастливчиков уже забрали по $100 тысяч. Как это может изменить жизнь? Просто посмотрите на график этого простого парня из России, который катал в уверенный нуль турниры Саби $2. Важный момент, который вам необходимо знать. Джекпот формируется с комиссией, которая взимается с каждого нокаута. Это немного снижает прибыль, но привлекает больше любителей. А они не против сорвать свой джекпот, выставившись с двумя любыми картами. Негриано сделал это. Самый известный покерист в мире прервал свою полосу неудач, которая ни много ни мало длилась более 2 лет. Канадец занес Super High Roller Bowl с баином $300 тысяч и выиграл $3,3 миллиона. Для тех, кто не следил за турнирной жизнью Негриано, последние пару лет ему невероятно не везло, где бы он ни выступал. Скромным успехом можно было считать первое место и несколько попаданий в призы на сериях Poker Go, но никаких серьезных титулов выигрывать не получалось.
Особенно тяжелой для Негриано выдалась мировая серия в СОП 2022 года. На ней Негриано узнал, что бросил 2 детей ради покера в Вегасе, пугал других игроков метанием своей селфи-палки и телефона об стену. А также еще проиграл более $1 миллиона и впервые за долгое время не смог стать претендентом на титул «Игрок года». И вот черная полоса прервана. В турнире за $300 000 собралось всего 24 игрока, которые сформировали призовой фонд $7,2 миллиона. Разделилась эта сумма всего на 4 покеристов. Первый день Негриано отыгрался за свой предыдущий кулер тузы в валет на турнире за 50 000. Он выбил из турнира Брина Кенни с карманными тузами своими карманными тройками, собрав на ривере каре. Это обеспечило канадцу чип-лидерский стек, который он смог успешно реализовать. Легко разделавшись в хедзапе с Ником Петранджело, Негриано отпраздновал свою первую после столь долгого перерыва победу. И $3 312 000 с первым для Kid Poker перстнем оказались совсем не лишними. За свою победу поблагодарил, конечно же, свою супругу Аманду, которая поддерживала его, несмотря на все последние неудачи. Крупные победы предвещают и крупные покупки. Об этом его начали расспрашивать многочисленные поклонники. Попробуйте проверить себя на знание Негриано и ответить, что первым делом купит себе один из лучших игроков мира. Подарок своей жене Аманде, годовой абонемент в VIP на все матчи любимой хоккейной команды, дом в Лас-Вегасе, чтобы чаще тащить турниры, или новую Тесла. Те, кто выбрал ответ Тесла, хорошо знают своего любимого игрока. По словам Негриано, его Tesla Model S 2013 года выпуска немного устарела. А вы бы хотели себе новенькую Tesla? Пишите в комментариях, какую. На сегодня это все. Спасибо за просмотр. Пока-пока.